В этом видео я расскажу про базовую структуру директорий проекта на основе фреймворка Хлеб 2. Если мы зайдем в документацию фреймворка, в раздел «Структура проекта», то как раз здесь увидим эти папки и их краткое описание, предназначение. В прошлом видео показал, как установить фреймворк. Вместе с ним установились папки и файлы. Сам фреймворк установился в папку Vendor, PHP Хлеб, здесь его библиотеки. Вот эти папки представляют собой каркас, структуру приложения на фреймворке, сам фрейм, так называемый. Папка app, то есть application, приложение. С этой папкой вы будете по большей части работать со своим проектом, так как здесь будут расположены как раз классы и бизнес-логика этого проекта. Изначально здесь предустановлено несколько папок. Это папки для команд, если они понадобятся для проекта, контроллеров, middleware и моделей. В каждой папке есть файл шаблона, то есть класс, который можно взять за образец. А в папке Bootstrap расположены настройки событий, а также настройки сервис-контейнера. В папке config расположены файлы конфигурации. Сейчас здесь только настройки самого фреймворка, но можно добавить файлы и настройки дополнительные для вашего проекта. Как видно, вот эти вот файлы выделяются тем, что у них есть postfix local. Если есть такой файл, то он переназначает настройки из основного одноименного файла. Но если его нет, будет активен файл основной. Публичная директория. В публичную директорию должен быть направлен веб-сервер. Конкретно он должен указывать файл index.php. Вся вот эта директория, все файлы в ней будут видны в браузере. Вот здесь стили, скрипты, изображения. Если какой-то файл не будет найден, то веб-сервер обратится к index.php. Папка с ресурсами. Здесь находятся в основном шаблоны, например, шаблоны писем, шаблоны для компиляции стилей скриптов, о которых раньше говорил, и прочие файлы. Вот view представления, то есть здесь будут файлы шаблонизатора. По умолчанию здесь обычные PHP файлы. Папка с маршрутами. Выделена в отдельную папку, потому что у маршрутов может быть несколько файлов. Возможно, вы захотите вынести API в отдельный файл. Storage. Здесь находятся файлы, которые генерируются при работе фреймворка. Кэш, также логи и другие файлы. Про папку Vendor я упомянул. Остался файл для запуска консольных команд. Могу его продемонстрировать. Сейчас он выведет список дефолтных команд. Их можно добавлять свои, расширять. Вот так это работает.